Здравствуйте, меня зовут Маргарита, и в этом уроке мы с вами узнаем, как создавать и редактировать страницы и записи, а также разберем некоторые плагины. Начнем с изменения страниц. Мы зашли на раздел «Страницы», и в данном разделе страниц есть основные страницы, такая как блог и наша домашняя страница, а также дополнительные, такие как контакты, о нас и другие дополнительные, даже вот политика конфиденциальности. Страницы можно удалять и добавлять. Также необходимо обращать внимание на ссылки страницы, чтобы они не содержали ненужные для нас символы. Добавим новую страницу. Напишем какой-нибудь title, hello. И смотрим. Ссылка нашей страницы hello. Если вы пишете вдруг на другом языке, не английском, допустим, на немецком, русском или других любых языках, то у вас есть возможность поставить дополнительный плагин, чтобы изменять язык в ссылках. Вот он наш плагин, который я активировала. Посмотрим в его настройках. Он изменяет в данном случае с русского на английский язык. Также мы можем настроить, чтобы он изменял с любого другого, например, с немецкого. Так вот, о плагинах мы еще чуть-чуть попозже поговорим. Вернемся к нашим страницам. Для того, чтобы правильно обращались ссылки, если вы работаете на английском, мы, понятно, устанавливаем плагин, или же мы можем изменять URL. Допустим, здесь, если бы мы написали «Привет», прошу прощения, это у меня из-за изменения языка произошла ошибка. Допустим, здесь, если бы мы написали «Привет», и ярлык, допустим, сделали бы, то вот так бы отображалась наша ссылка. Из-за того, что у меня стоит плагин, который заменяет URL на обязательно английский, то здесь не отобразилось. Если бы мы здесь написали hello, то все так бы и осталось. Добавляя новую страницу, можно устанавливать название страницы, как мы это уже сделали, заголовки, добавляя новую страницу, можно установить название страницы, как мы уже сделали, заголовки, допустим, добавим новый заголовок. Конечно же, обычный текст страницы. И какие-нибудь ссылки. Текст мы также можем выделять. Причем в данном случае мы можем даже использовать стандартные клавиши Ctrl-C, Ctrl-V
И, допустим, Ctrl-B, чтобы сделать весь текст жирным. В редакторе текста можно почти все то же самое, что можно было бы и в Microsoft Word. Мы можем добавлять цитаты. Цитата наша. То есть это текст цитаты, это ее подпись. Также мы можем добавлять различные стихи, таблицы, изображения, галерею. Давайте добавим галерею. Мы уже это делали. Допустим, вот такую. Желательно указывать подписи. Продолжим. Тег, один из важнейших тегов является тег «Далее». По той простой причине, что этот тег является разделителем и удобен для того, чтобы не загромождать главную страницу. Вот у нас на главной странице имеются посты. В данном случае мы сами сократили их, но если в некоторых темах автоматически это не происходит, то весь пост будет изображен на главной странице. Далее добавлять разделители, интервалы, рубрики и прочее, прочее. Конечно же, мы можем делать вставки из YouTube. С ссылками на видео. И, конечно же, желательно изображение страницы делать. Пусть даже его не будет видно, но в определенных подстройках под браузер или под планшет оно обязательно появится. Шаблоны мы можем изменять, как мы уже это делали, на холст для Elementor нашего предыдущего плагина для создания лендинга и добавлять родительскую страницу. Также мы можем разрешить комментарии и, конечно же, сделать видимость. Конечно, опубликуем сейчас. Сохранили. И теперь перейдем к теме записи. Записи. Мы можем редактировать аналогично страницам, причем в них можно добавлять одно из самых важных, это рубрики. Вот у нас есть уже запись готовая. Здесь мы добавили одну рубрику и ни одной метки. Если у вас довольно большой новостной портал, допустим, у вас портал о спорте, где имеются такие рубрики, как футбол, баскетбол, волейбол, гандбол и другие. И под рубрик это, допустим, Лига чемпионов, Лига страны, Кубок мира, Кубок там планеты и так далее, то вам понадобятся метки с названием команд, с названием каких-нибудь спортсменов и так далее. Метки в данном случае у нас растения. Мы можем написать, что это растение белое. И то, что это растение, допустим, имеет зеленые листья. Белое и зеленое. Отлично, мы добавили, вторую не добавили. Мы добавили две метки, обновляем. И теперь, когда мы перейдем в наш блог и найдем наш пост,
у нас здесь появятся наши метки. Вот они. По этим меткам мы можем перемещаться. Метки нигде не указываются, то есть они не указываются как рубрики, но по ним довольно удобно перемещаться пользователям. Вы можете обойтись и без меток, если у вас небольшие какие-то неновостные порталы. Также мы изменим без рубрики на какую-нибудь no. Это значит в данном случае, что у нас неизвестный производитель, no name, допустим, и ярлык без рубрики. Родительской рубрики у нас, понятно, нет. No name. Можем добавить описание. Обновляем. И теперь все страницы, которые у нас были без рубрики, приобретают рубрику No Name, то есть неизвестная компания. Также мы можем добавлять, изменять метки, которые уже создали, добавлять им описание и удалять их, если захотим. Окей. Теперь рассмотрим довольно интересные плагины, которые могут облегчить вам жизнь. Hello Dolly – это довольно бесполезный стандартный плагин, который изменяет сверху здесь в панели для разработчиков, добавляет выдержки из песен Луиса Армстронга. Удалим мы этот плагин, чтобы не занимать место. У нас уже есть два довольно интересных плагина, и мы посмотрим, добавим что-нибудь новое. В избранных ничего интересного обычно не появляется. Посмотрим популярные. Вот Contact Form 7 довольно известный плагин, который позволяет создавать функциональные формы с удобным функционалом. То есть обязательно обратите на него внимание, если вам нужна форма обратной связи. Здесь мы можем посмотреть скриншоты, как выглядит. Все довольно удобно и просто. Установим его. Также React SEO и здесь где-то еще был его конкурент. Не могу найти. Называется... Вот он. All-on-One SEO. Тоже конкуренты. Взаимозаменяемые плагины. Вы можете смотреть, как вам удобно конкретно, для каких целей вы используете и что вам удобнее, с чем вам удобнее работать. Мы его пока не будем устанавливать. Contact Form 7 мы активируем. Сейчас перейдем автоматически в наши установленные плагины. И теперь у нас появилась вот здесь вот в консольке Contact Form 7. Здесь мы можем добавить новую контактную форму, изменить ее название. Отлично. И изменить шаблон. Допустим, у нас нужно помимо, допустим, имейла, нужен нам номер телефона. Это будет обязательное поле. Обязательное поле обозначается звездочкой. Значение по умолчанию мы можем написать 8 в скобочках. Здесь, допустим, вот так. И вот так. Атрибут ID, если вам необходимо приписать к нему какие-то определенные стили. И атрибут класс. В качестве поля для заполнения мы вставляем тег. Заполнение это означает, что как при наведении не будет видно нашу надпись, и нам ее не нужно будет стирать. Также мы можем сделать, чтобы поля, допустим, тема была не обязательным, просто удалив звездочку и так далее. Здесь мы можем добавлять классы div, допустим. Это уже для
продвинутых пользователей. И закроем класс div. Отлично. Тогда вся наша форма будет приписан этот класс, который мы можем изменять непосредственно в стилях на нашем компьютере. Также в Contact Form 7 возможно изменять письмо, добавлять что-нибудь сюда и использовать HTML формат письма. Довольно удобно. Сохраним, пожалуй. Отлично. Уведомления при отправке формы мы можем изменить. Здесь они обычно стандартные, хорошие, и дополнительные настройки можно посмотреть на сайте официальном в дополнительных настройках. Здесь мы можем написать, что демо-версия, когда нам не будут приходить уведомления, эта версия подходит для настройки нашей формы. Так вот, перейдем обратно в плагины и рассмотрим еще несколько. Давайте сразу переведем. Who Comments популярное в мире расширение с открытым исходным кодом, которое позволяет создавать интернет-магазин и имеет довольно много дополнительных расширений. То есть, помимо всего прочего, мы можем, во-первых, здесь создать уже непосредственно на основе Woohoo наш магазин и добавить какие-то расширения. Допустим, если мы хотим сделать мерч с нашими изображениями какими-то. Также довольно хороший антивирус, который позволяет защищать наш сайт от вредоносных файлов и сканирует ресурс от проникновения вирусов и прочее. Уже необходимо смотреть если вы хотите выбрать какой плагин вам больше подходит, вы смотрите на детали, обязательно смотрите на количество установок, версию, протестирован ли с вашей версией рейтинг и, конечно же, скриншоты. На этом, пожалуй, наш урок закончим. В этом уроке мы узнали, как редактировать страницы, создавать новые записи и познакомились с некоторыми интересными плагинами.